Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Так, сейчас... О, так вот начинаются мои стримы. И здравствуйте, друзья, это Анапа. Сегодня у нас 3 декабря 2022 года. Стрим ни о чем и обо всем. Просто захотелось немножечко поболтать, но надеюсь, что кто-то сейчас присоединится к моему эфиру, задаст какие-нибудь вопросы, и мы поговорим. Ну, что в последнее время такого случилось, и вообще на фоне чего протекает наша жизнь, моя в частности. Ну, во-первых, сейчас начались дожди. В Анапе сыро. Хотя, конечно, совсем вот буквально несколько дней назад, когда я ездил в Новороссийск, я считаю, что мне дико повезло, что я именно в этот день выбрал для посещения Новороссийска и встречи с моим подписчиком Андреем Стрельцовым. Это был, наверное, единственный, вот не единственный, а последний такой вот яркий, теплый день, который я вот провел в городе Герои Новороссийске. Посмотрел замечательные виды на Цимискую бухту. Ну и вообще пообщался, конечно, в первую очередь пообщался с интересным человеком, который вот постоянно, да, смотрит. И вот, к сожалению, сейчас он не сможет смотреть эфир, наверное, не сможет, потому что он находится в пути. Он едет в Москву, вчера он проехал Ростов и рассказывал о тяготах и лишениях путешествия в плацкарте, потому что, ну, так вот получилось. И, но, тем не менее, он не скучал. Во-первых, у него книга, во-вторых, он писал мне. И 5 человек, друзья, сейчас просто меня сейчас смотрит 5 человек. Друзья, я надеюсь на то, что сейчас вы зададите, каждый из 5 меня смотрящих задаст по одному вопросу, и наша беседа как-то завяжется. Но чтобы вам было интереснее, вдруг кто-то первый раз присоединился к эфиру, скажет, что сидит мужик непонятный, лысый. Меня зовут Александр, я живу в Анапе, живу уже здесь 9-й год. И, пожалуйста, задавайте вопросы по Анапе. Можете просто какие-то отвлеченные, вплоть до того, что есть ли жизнь где-нибудь там на других планетах. В общем, попытаемся поразмышлять вместе с вами, пообщаться. Надеюсь, меня хорошо слышно. Просто бывает, что... сейчас я еще немножечко так подкручу здесь. Нет, вот так вот, по-моему, самый сенокос. Вот, могу даже здесь сейчас в настройках. Да, надо чуть-чуть прибавить. Вот так, да, чтобы немножечко зашкаливало. Люблю, когда зашкаливает. Вот. Я думаю, нормально, никаких посторонних звуков, шумов вы не слышите. У меня в комнате достаточно тихо, и вокруг тоже тихо. Живу я в новом доме. У нас на этаже, наверное, всего в 3 квартирах из 10 живут. Ну и также на других этажах. То есть дом пустой. Вот, ну это вот так бывает в Анапе часто, и я не знаю, вот кто сейчас меня смотрит, может быть, из Москвы, из Петербурга. Недавно новость прошла, что 13% москвичей не прочь бы переехать в Анапу. Не знаю, почему в Анапу, кто проводил этот опрос, но, по крайней мере, здесь наши местные средства массовой информации с таким энтузиазмом встретили это известие, эту статистику, что вот смотрите, наша Анапа, и сюда, значит, москвичи, каждый 8-й, там считают
Я не знаю, что здесь делать в Анапе, друзья мои, особенно вот когда кончается сезон и начинаются дожди, но сейчас вот просто, я не знаю, выйти куда-то, это бесполезно, вот удовольствия не получишь, а только получишь какие-то проблемы. Вот мне надо было вчера сходить в магазин, и ну что, ну я надел кроссовки, и вот так вот умеючи, потому что знаю уже места, где по суше, где нет больших потоков воды, и вот так вот скачками практически я обувь не замочил. Но, в общем-то, такие и дожди не сильные. А когда дожди вот сейчас затянутся и потоки потекут по всем улицам, там перейти улицу будет большая проблема. Поэтому раньше я советовал людям, ну, когда еще так по-доброму относился к Анапе, говорил, друзья мои, в Анапе, значит, вот что здесь лишние вещи, это зонтик, шляпа и бадминтон, потому что ветра постоянные, шляпы сносит, зонты ломает, а в бадминтон не поиграешь при ветре. Вот. А что нужно в Анапе, это резиновые сапоги или калоши какие-то. А лучше все-таки резиновые сапоги. Вот у меня жена в прошлом году работала в социальной службе. Надо было ходить здесь по бабушкам, по дедушкам, которые там нуждаются в помощи, в опеке, так скажем, государства. И она вот от лица государства ходила по ним. Она очень ответственный человек, и я тоже очень много узнал о работе самой службы этой. Она несовершенна. У меня, знаете, жена, она очень умный человек, и я говорю, Наташа, почему ты вот не начальник? Вот если бы ты была начальником, ты бы очень много бы могла сделать для нашей страны, для людей. Но вот как-то у нее не сложилось это. Хотя она еще не оставляет желание поступить куда-нибудь на учебу и выучиться, да, выучиться. У нее сейчас медицинское образование, она медсестра, она вот в 19-20 год она, да, зиму училась, полгода она повышала квалификацию, ну не повышала квалификацию, а сейчас это называется получение аккредитации. Вот, платные были курсы в Новороссийске в том же. Вот почему она еще у меня тоже полюбила Новороссийск. Ей очень нравится Новороссийск. Мне тоже. Большой город, он всегда производит впечатление, тем более в Новороссийске много сохранилось старинных зданий. В Анапе все попереломали. В Анапе очень безобразно относятся к истории, и, ну, не знаю, в будущем этот город, я не знаю, ну, обычно же что-то привлекает, а у нас кроме русских вот этих, русско-турецких ворот ничего нет, больше ничего. Ну, еще, правда, есть Гаргипия, вот раскопки. Вот, поэтому древнегреческие тоже. Сейчас у нас здесь вот тоже стройку открыли. Это опять к тому, что жилье строят, люди сюда хотят переехать, а в конце концов они тут не живут, и квартиры, я не знаю, пустуют. Для чего они тут пустуют, для кого они тут стоят, непонятно. Вот у нас сейчас здесь открывается, вот буквально если в окно посмотреть у меня, огроменный жилищный комплекс, 22 этажа, потому что первый этаж это будет коммерция, и последний 22 этаж это будет технический этаж, и 20 этажей жилых. В общем, такая, знаете, такая стена, просто вот с точки зрения архитектуры смотрится очень безобразно. У нас здесь вот сейчас на углу Шевченко и Крестьянской, ну, она же и переходящая в Анапское шоссе, обновили старый павильон, Гамма, офис, ну, маленький офис такой, офис продаж. Вот, и там как раз вот этот комплекс поставили. И я хочу туда зайти, посмотреть, сфотографировать, показать его вам. Вот, около 2000 квартир будет, поэтому всем хватит здесь где поселиться. И сейчас вот я наблюдаю, с грустью наблюдаю в окно, как в участок, единственный участок, который открывается из моего окна на Анапское шоссе, значит, вот на территории бывшего
винзавода «Лазурный», роют котлован. Работают они до самого позднего вечера. Сейчас темнеет рано уже у нас, уже в 5 часов уже темно. Вот, роют котлован, и сейчас вот дождь идет, сыро, и они там в дождевиках, ну, копошатся, и инженеры, и рабочие. Ну, конечно, сейчас работает техника, экскаваторы, эти грузовики большие, вот, возят эту землю. На колесах это вывозят все в город, в эту всю грязищу. Хотя здесь сделали на выезде, не на выезде, вернее, а на территории пункт для обмыва колес. Вот. Но, тем не менее, его надо было делать непосредственно перед воротами. А они его сделали, как бы грязь смывают, а потом, пока до ворот еще там метров 100, ну не 100, но может 60, машина проезжает, а все равно она грязь эту цепляет. Грязь-то у нас такая, сами знаете, она липучая. Вот, Забайкальский край. Что нового у Семена Бойкова? У Семена Бойкова, ну, я за ним так подробно не слежу. Семен Бойков, это для тех, кто сейчас меня смотрит и не знает, кто такой Семен Бойков, это атаман посольского австралийского отдела Забайкальского казачьего войска. Вот, ну это так официально называется, и так это как бы так вот исторически сложилось. На самом деле Семен потом из Забайкальского казачьего войска вышел, стал называться просто посольский австралийский отдел забайкальских казаков, ну как бы так уже с войском, как с организацией он связь утратил, такую постоянную и активную. Потом он пошел в СКВРЗ, это Союз казаков-воинов России и зарубежья, структура, которую возглавляет депутат Государственной Думы Водолацкий. Кстати, о нем что-то давно не слышу. Вот, что там, какие инициативы у него и вообще где он, что, непонятно, надо посмотреть. Вот. Ну, а вообще Семен занялся политикой, проводит митинги и, в общем-то, имеет желание попасть в австралийский парламент. Он активно сейчас ведет свой канал, блог, телеграм-канал, выступает на публике, проводит митинги, ну, пользуется случаем. Сейчас у них там еще вот эта пандемия злобствует, и вот они против этой вакцинации, туда-сюда. А в последнее время, конечно, Семен, так скажем, делает свой политический капитал на российско-украинском конфликте, то есть он выступает там на митингах и призывает правительство Австралии занять нейтральную позицию, критикует, значит, отправку на театр военных действий вооружения, которое Австралия тоже поставляет Украине. Ну вот так вот он выступает. Так что у него жизнь бурлит. И так, Юлия Сидоренко присоединяется. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юлия. И вот, так что снова к дождям вернемся, к погоде. Так что начались здесь в Анапе дожди. И без резиновых сапог делать, конечно, здесь нечего, потому что иначе вы свою обувь сразу попортите. Особенно дети у нас здесь, ну, в общем-то, температура невысокая у меня. И Валя, когда в школе училась, она всю зиму могла в кедах проходить. Сейчас эстафету подхватила Маша, которая в 8 класс ходит и тоже часто ходит, ну, в кроссовках, ну, и в кедах тоже. Вот такая зима у нас. Я сейчас тоже еще зимнюю куртку надевал только... надевал в самый теплый день последний, это в Новороссийск, потому что думал, что Новороссийск все-таки, посмотрел, погода 12 градусов, плюс если там еще ветер будет, вот этот нортост, то это очень неприятно. Вот, но ветра не было, было солнце, и, ну, в принципе, я так, куртка была на рубашку, поэтому я там не спекся, все было хорошо. Вот сейчас у нас, мне вышла информация Яндекс Погода, плюс 6 градусов, слабый дождь, ветер 9-10 метров в секунду. Вот здесь вот мой бортовой компьютер показывает. Так что вот такая погода. Что еще интересного? Ну, вы знаете, что я
продвигаю здесь 2 квартиры, ну, как бы, чтобы люди приезжали и жили в качестве гостей. Это вот наша старая квартира на Крестьянской, 26, и квартира моего соседа здесь вот на Шевченко, 288, корпус 3. Сейчас в нашей квартире в старой живут, да, вот живут гости, причем они заехали на месяц, вот с 22 ноября по 22 декабря пока, и может быть дальше будут еще продлят срок своего проживания. А вот квартира Алексея, моего соседа, она пока пустует. Квартира очень хорошая, дизайнерская, однокомнатная, но очень большая кухня с панорамным окном, есть посудомоечная машина, вообще современная техника, холодильник встроенный, что там еще, плита там тоже навороченная. Ну, вообще все так сделано хорошо, добротно. Район, вы сами знаете, хороший. Вот у нас сейчас здесь начали новый комплекс строить, его назвали «Центральный». Представляете? То есть центр Анапы как-то вот так вот незаметно сместился сюда. А комплекс этот сейчас строят на территории бывшего винзавода «Лазурный». Ну, а понятно, заводы у нас где были? Кладбища, заводы у нас всегда были на окраине. Сейчас у нас и кладбище городское старое, которое закрыто, в центре города практически находится, на набережной, на самом таком прекрасном месте, на высоком берегу, правда, за забором. И люди, которые сюда приезжают, они, в общем-то, и не догадываются, что там кладбище находится. Да, если только кто любопытный в щелку заглянет, а забор такой металлический, глухой, но есть там промежуточки между этими пролетами. Вот если туда человек заглядывает любопытный, он видит, да, серые памятники, обычные наши советские, вот эти вот из бетона, из металла, ну, бывают и такие каменные. Вообще, кладбище старое, но как у нас в советское время было, большевики, они же историю с корнем выкорчевывали, и старые могилы они тоже выкорчевывали, и на их месте хоронили других людей. И если сейчас вот на старое кладбище, которое с 1800 там какого-то года, вот, если туда пойти, она сама-то не такая старая, она с конца 19 века всего российской-то стала, вот. Ну, с середины, так будем говорить. Там за нее несколько раз бились, отдавали, снова забирали. И, ну, потом она вот стала российской. А недавно я узнал, что, оказывается, Варваровка здесь, которая вот у нас рядом, совсем 8 километров от Анапы, она вот точно в 1860 каком-то году только перешла под российскую корону. Это вообще удивительно. Ну ладно, это история, я, в общем-то, историей особо так не увлекаюсь, но всегда тоже бывает интересно. Так вот, кладбище, если по нему пройтись, по Анапскому кладбищу, которое считается самым старым кладбищем Анапы, а могил-то там старых и нету. Где могилы? Все могилы, все, кто рождены там уже в советское время. Там даже нет могил, которые там люди бы со времен революции были. Нет, там вот конец 20-х годов, может, могилы встречаются редко. 30-е, ну и там дальше. Вот. А могил, которые там дореволюционные, их раз-два и обчелся. А куда они делись? Ведь они были. Просто большевики поступили так, они выкорчевывали всю историю, и вот кладбище тоже. То есть сносили могилы купцов, офицеров, священников, гимназистов, каких-нибудь там заводчиков и прочее, мещан. Вот. И вот превратили это кладбище в рабоче-крестьянское. Вот. Поэтому у нас вся история, она такая, знаете, тоже лживая. Вот. И я вот сегодня тоже размышлял об этом, что ложь, она всегда, ну, в конце концов, она, во-первых, она разоблачается, во-вторых, она наказывается. Вот, но это может быть, если вам интересно, мы об этом поговорим. 8 человек меня смотрят, друзья мои, всех приветствую, всех вижу, всех чувствую. Поэтому в чате вы можете задавать вопросы мне на любую тему, на любую. Можете непосредственно про Анапу, как здесь жить, как что делать. Так вот, про квартиру Алексея,
Квартира хорошая, теплая. Вот сейчас там же отопления нету, вот, а в квартире вполне комфортно. Почему? Потому что, во-первых, солнце нагревает. Да, если шторы открыть, вот, солнца у Алексея очень много, и оно за день прогревает, я говорю, панорамное остекление. Вот. Во-вторых, она находится в середине дома, и когда квартира в середине дома, она лучше сохраняет тепло. Вот. Сколько стоит квартира? Ну, в смысле, стоит снять ее на время. В общем, 25 тысяч в месяц. В месяц. Но квартира очень хорошая, друзья мои. Очень хорошая. Я считаю, что эта цена, которую он установил, она маленькая. Я бы ее за 30 сдавал, если бы она моя была. Вот. А если ее снимать посуточно, то 1500. 1500 за ночь. Вот, так что приезжайте или берите на заметку, допустим, берите мой телефон или там что-то, вот, потому что наступит новый сезон, лето, а у вас уже будет хороший вариант, куда можно приехать. Люди, которые жили в этой квартире, а я раньше, мне заселять ее помогала платформа Airbnb. О, я вообще, друзья, не знал бед, не успевал. Airbnb подбирали так гостей, что промежутков практически между выселением и заселением не было. Ну, я сам устанавливал, что сутки. И вот эти сутки успевали квартиру подготавливать к новому заселению. Так что, а сейчас вот в связи с событиями на Украине Airbnb у нас не работает. Я перешел на площадку, на площадки разные. И Авито, и Циан, и посуточно, и каких только еще нету. Они ни хрена не работают, извините за грубое слово. Не умеют наши российские платформы и те, кто ими руководит, вот так поставить работу, чтобы все работало чики-пики. Airbnb работала безукоризненно. Безукоризненно. И это самая лучшая площадка, которую я вот нашел, и которой пользовался, и которая практически работала. А вот и Андрей Стрельцов, привет, где-то из подмосковных лесов. Проехал Рязань. До Москвы осталось 2 часа ехать. Холодно, снег лежит на улице. Россия, пишет Андрей Стрельцов. Андрей, привет тебе. Я уже тебя здесь вспоминал. Сказал, что вот я начал трансляцию, но, к сожалению, говорю, Андрей Стрельцов находится в пути, где-то на подъезде к Москве, вот, и навряд ли он сегодня появится на нашей трансляции, однако ты появился, ты вообще никогда не пропускаешь. Вот еще нет одного моего постоянного зрителя, это Алексея Скворцова, вот, из города государственного преступника, как он всегда пишет. Но он сейчас находится на лечении в санатории где-то, ну, я точно не знаю, но он постит фотографии в сети ВК. Вот, так что, если он вдруг меня смотрит, привет, или он будет смотреть в записи, привет. Так что, друзья, 10 человек меня смотрит, это для моего канала это очень-очень хорошо. Задавайте вопросы, чтобы как-то, поддерживать беседу, а то я молоть-то могу языком абы что, а хотелось бы как-то, чтобы было это все, так, вам наиболее интересно, а если вам просто интересно, что я говорю, значит, тогда слушайте. Ну, что еще вам сказать? Как вот Новый год подходит, вот так вот быстро пролетает время, и наша жизнь пролетает быстро. Я вот смотрю, я уже здесь 9-й год, а 10 лет в жизни человека – это достаточно большой срок. И я наблюдаю за тем, что происходит в Забайкалье, тоже по подписке, там ВКонтакте или в Одноклассниках. Мне идет подписка из нашей организации, где я раньше служил, это УФСИН России по Забайкальскому краю.
В частности, там ветераны собирались вот недавно, кстати, 16-го, говорят, одни говорят, нет, по-моему, да, 16 ноября, как раз в мой день рождения, отмечается День ветерана уголовно-исполнительной системы. И вот собирались ветераны, значит, им там, ну, там какой-то, видимо, доклад был, потом награды вручали. Не знаю, был ли какой-то концерт. Обычно вот всякие концерты там еще устраивают. Ну ладно, это не важно. И финальная фотография, где они там все стоят, я посмотрел, а я же ровно 10 лет их не видел никого. Вот. И, кстати, 10 лет прошло именно с пенсии. В сентябре исполнилось ровно 10 лет, как я вышел в отставку. Я являюсь подполковником внутренней службы в отставке. Вот. И посмотрел на эту фотографию. Да, конечно, все еще, конечно, узнаваемы, но посидели, как-то немножечко обрюзгли, и в глазах какая-то тоска. Ну что, друзья, еще 10 лет пройдет, и вот эта фотография поредеет, а еще потом 10 лет, и будут ли еще там кто-то на этой фотографии. Жизнь неумолима. Вот в Забайкалье недавно, 5 ноября, скончался мой дядюшка, дядя Ганя Гавриил Илларионович Полуполтинных, которого я видел только в детстве и с которым хотел повстречаться, но не получилось. Я последний раз был в Забайкалье в 19 году. У меня было в планах посетить село Зюльзя, где он живет, это Нерчинский район, но у меня не получилось. Не получилось, и, к сожалению, вот в возрасте 86 лет мой дядя Гавриил Илларионович ушел из жизни. Ну что делать? Это жизнь, и она так у нас и редко кто до 90 доживает, до 100 это вообще единицы, поэтому вот 80-90 лет в этом промежутке и наш срок наступает. А у кого-то и раньше. Вон сколько сейчас гибнет наших ребят, наших и украинских ребят на Украине, да. Так, смотрим. Интернет местами могу пропасть. Ну, ничего, зато ты скоротаешь время. Хотя я знаю по себе, когда подъезжаешь, уже за час люди в поезде уже все там собрали, поели, постель сдали, и час сидят на голых вот этих вот сиденьях, лежанках, да, полках, и ждут уже приезда. Меня всегда вот эта вот спешка, она как-то напрягает. Ну куда мы спешим? По идее, можно еще вообще и постель не сдавать. Это же все минутное дело. Но это невозможно сделать, вот так затянуть, потому что, во-первых, на тебя будет коситься косо и пассажиры другие, и проводник тебя придет, начнет тормошить, чтобы ты сдавал белье. Понимаете? А ведь можно сдавать белье вот на выходе уже. Ну, я не знаю. У нас вот такая какая-то жизнь и, видимо, такой русский менталитет, что за час мы уже сидим, все на чемодане и ждем. Хотя, в принципе, можно еще как-то быть на расслабоне, попивать там чаек и как-то, ну, куда спешить? Я не знаю. У нас люди почему-то очень сильно торопятся. Но это, видимо, дорога. Дорога так утомляет, что хочется. Уже ты сидишь, и мыслями ты уже становишься на перрон и идешь дальше решать свои задачи. Ну, это тут психика, наверное, еще так действует. Тема разговора или о всем по чуть-чуть? Обо всем по чуть-чуть. Пожалуйста, любой вопрос, я порассуждаю, поговорим. Татьяна Корниенко, здравствуйте. Доброе утро, Александр. У вас во дворе идет стройка, до лета она закончится? Нет, конечно, она не закончится до лета. Вы что, только начали, сейчас копают котлован. Вообще срок сдачи этих домов это 26-й год.
26. Вот, на сайте можно, конечно, это все посмотреть. Более того, я считаю, что застройщик еще столкнется с проблемами, с большими проблемами, потому что, ну, жизнь такая. Сейчас, в общем-то, экономисты, аналитики различные говорят, что сейчас рынок недвижимости вообще встал. Никто ничего не покупает, никто ничего не продает, а строительства прекращаются. Тоже в силу разных причин. Но вот у нас застройщик – это Гамма, то есть тот же застройщик, который и наши дома строил. Видимо, они каким-то образом все продумали, иначе бы они, наверное, не начинали. И я, глядя на эту стройку, конечно, с одной стороны, я огорчаюсь, потому что вид они заберут. Единственный вид, который вот меня радовал всегда, это на Анапское шоссе. Тем более сейчас, когда листва с деревьев опала, и открывается вид сквозь кроны деревьев на Анапское шоссе, особенно в дождь, особенно вечером, когда вот эти вот белые, оранжевые, красные огни по шоссе, которые еще отражаются в полотне, мокром полотне Анапского шоссе. Это так красиво, друзья мои, так вот смотреть на это. Город, движение. А когда встанет дом и загородит Анапское шоссе, ну, вот эта вот статика, вот все, она все-таки, вот я люблю движение. Я всегда смотрю вдаль, и мне очень нравится смотреть и в окно, и вот на Анапское шоссе. У меня это вот скоро не будет. Вот, поэтому стройка только началась, цена, она очень высока. Там обещают и студии, и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные квартиры, что, в общем-то, в Анапе редкость. Студия будет стоить, по-моему, около 5 миллионов, а трехкомнатная квартира, ну, не знаю, какой площади, по-моему, 70, что ли. Точно не знаю, это на сайте можно посмотреть. Сайт уже открыт, работает, и там есть онлайн, значит, где фотографии печатают, и, может быть, они камеру установят. Обычно Гамма устанавливает камеру, и люди, которые покупают у них квартиры, могут в онлайне наблюдать, как идет стройка. Вот, и день, и ночь. Вот. Так вот, трехкомнатная квартира будет где-то около 12 миллионов стоить рублей. Вот. Причем это отделка предчистовая. Они делают предчистовую отделку. Ну, что такое предчистовая отделка? Это, в общем-то, выровненные стены, стяжка на полу, электрическая разводка. Вот. Это, значит, вода. Нет, трубы они потом подводят, да, уже по желанию, значит, покупателя. Ну, в общем-то, в принципе, вот кто особенно не любит париться, может сразу заезжать, стелить ламинат, линолеум, клеить обои и, в общем-то, это... Ну, и потолок, конечно, нужно делать. Обычно делают натяжные потолки, но некоторые делают штукатурят. Вот, это называется предчистовая отделка. Мы, когда сюда заехали, мы покупали свою квартиру в 16 году. В 16-м или в 17-м году, в 16-м году, по-моему, да. Это у нас, значит, было по 40 тысяч рублей. Вот смотрите, как выросли сильно цены на жилье. А я ведь предупреждал, я, в общем-то, не знал, но я чувствовал, что так всегда не будет. Потому что уже тогда, вот именно где-то в году 16-17, я на своем канале проводил анализ, вернее не анализ, а сравнение просто. Смотрел здесь, почем продают застройщики квартиры, и почем в Чите. Ну, так как я из Читы приехал, и у меня аудитория там соответствующая. Вот, и я говорил, смотрите, друзья, здесь продают за 36 тысяч квадратный метр, а там вот новостройка в Чите за 65 квадратный метр.
Говорю, ну, ведь здравый смысл подсказывает, что зачем покупать квартиру в Чите, если можно купить здесь недалеко от моря квартиру в Анапе. Да, райончик, конечно, здесь такой вот этот лазурный, который он называется, он, конечно, не такой, он очень плотно застроен, но с другой стороны, это Анапа, это все равно климат, это близость моря. Оттуда до моря 25 минут ходьбы. Вот у меня друг приезжал в прошлом году, Слава, из Читы, с женой, с ребенком. Они здесь, ну, и их родители купили здесь квартиру, она тоже здесь стоит, пустует, как я говорю, большинство квартир в Анапе. Ну, они приехали, они приехали в октябре, у них еще газ не был подключен, а у них маленький ребенок, они в коляске его еще возили. Ну, как, он бегал, ну, вот на прогулочной коляске. Вот, они его здесь по городу. И я думал, как же так, вот уже, в общем-то, холода подступают, а тут с газом проблем нет, ничего, они быстро подключили, кстати, газ, им быстро дали газ, и все, они здесь зажили. Правда, они прожили здесь до весны, до весны. Я говорю, да останьтесь, сейчас самое пойдет благодатное время. Не, они что-то не захотели, хотя Слава устроился здесь на работу, вот. Ну, а жена все-таки, ей было скучновато здесь сидеть, ни подруг, никого нет, и она как-то вот убедила мужа, и они все-таки уехали обратно в Забайкалье. Вот. Хотя, в общем-то, ничего такого против не имели жизни здесь. Так. Так что стройка эта закончится не скоро, друзья, и я не уверен, что она закончится вовремя. Но если строят, значит, они как-то все-таки делают на что-то ставку, на какой-то расчет у них есть. Вот. И с другой стороны, друзья, все-таки стройка – это вот профессия строителя, это благословенная профессия. Это созидание, а не разрушение. Вот военные сейчас, они вынуждены разрушать. Вот. Порою преднамеренно, порою непреднамеренно, когда там падает какая-то там ракета абы куда. Вот. А строители, они строят, они созидают, и смотреть на строящийся дом гораздо приятнее, чем на дом разрушенный. Понимаете? А такая перспектива тоже, знаете, вот мы сейчас живем и не знаем, как. Мы здесь, в общем-то, недалеко от линии фронтов. Вот, поэтому кто знает, что нас ждет. Вот. Так что, друзья, будем оптимистами все-таки. Я за мир, за дружбу между народами, поэтому да будет так. Александр Македонский. Есть ли разница между работниками старой системы УФСИН и новой? Я думаю, есть. Потому что, знаете, я пришел работать в систему УФСИН в то время, когда там сначала готовилась, а потом шла реформа. И я как раз захватил то время, когда эта реформа только-только разворачивалась. Это был 96-й год. Ну, сами понимаете, 96-й год, еще у власти был Ельцин, и у власти были демократы и либералы, и был дух свободы, было ощущение крушения старого, всего старого и созидания чего-то нового. Было вообще радостное и оптимистическое настроение. Система УФСИН, она начала реформироваться одной из первых. Так у нас получается, вот, а ведь это время революционное, а в революцию всегда все начинается с тюрьмы. Вот, еще там с Бастилии и 17-й год, когда у нас вот каторгу отменили, да, и заключенных выпустили. И обратный процесс тоже начинается с тюрьмы. Вот, то есть, когда тюрьма начинает вдруг приобретать человеческое лицо. И как раз наша реформа, которая начиналась вот в конце 90-х годов, в конце 90-х годов,
она имела такое лицо человеческое. Появился такой лозунг, что в тюрьме должно быть меньше тюрьмы. Появился лозунг «нет ГУЛАГу», а гулаговские традиции еще были сильны. Вот в те времена, в конце 90-х годов, хотя постепенно, вот когда после смерти Сталина гулаговская система начала постоянно, ну, как бы, тоже переживать модернизацию. Вот. То есть от репрессивной системы идти к такой вот, к воспитательной. Вот. Воспитание трудом, обучение осужденных разным профессиям, школы там начали организовываться, ну, в общем так, производство, все это вот шло, и дошло до того, что по выпуску промышленной продукции, да, промышленной продукции, МВД, тогда УФСИН принадлежал, так скажем, подчинялся Министерству внутренних дел, и вот эта система наша исполнения наказаний, система тюрем и лагерей, она была одной из первых по производству. Представляете, огромное количество всякой продукции, там швейной и там разной, и строительство за счет УФСИ нашло, и выпуск каких-то промышленных товаров, он вот второе место занимало после, по-моему, тяжелой промышленности. Ну, после какого-то министерства, которое непосредственно занимается выпуском продукции. Вот. Это же был нонсенс. Вот. И когда мы вступили в Совет Европы, то ведь какие изменения прошли? Во-первых, Россия присоединилась к мораторию на неисполнение смертной казни. Я еще застал тех людей, которые в камерах, вот у нас в следственном изоляторе города Читы, сидели и ждали расстрела. И это было, знаете, очень тяжко наблюдать, потому что люди, ну, они их назвали смертниками. Некоторые просто уже после объявления этого приговора, они прекращали как бы ухаживать за собой и просто превращались в живые трупы, потому что они не мылись, они не переодевались, они не ели путем, и они буквально покрывались мхом при жизни. От них такой шел запах тяжелый. Просто я это очень хорошо помню, когда я тогда пришел работать, я пошел, я же не сразу редактором газеты был, я сначала был на оперативной службе, ну, всего полгода, мне это не понравилось. Вот. И я молодой оперуполномоченный, значит, заступил на дежурство, и тут меня вызывают, начальник оперотдела, и говорит: слушай, там ВМНщик, ну, их ИМНщики, ВМНщики звали, то есть исключительная мера наказания или высшая мера наказания, у них на спине было написано, вот у смертников. Вот он говорит: умер там в камере, и вот тебе, значит, задание, иди и опиши место происшествия. Ну, как бы до приезда скорой, там, до приезда еще каких-то там прокурора. Я говорю: да вы что, я же, говорю, никогда этим не занимался. Он мне дал какую-то методичку, быстренько выдал. Я взял эти бумаги необходимые и вот пошел. И вот я помню, как это было. Я зашел в эту камеру, и первое, что ударило в лицо, это вот этот запах такой замшелости. Вот какой-то такой тяжелый такой запах, стоячий, вот каких-то старых тряпок, какого-то мха. Очень такой неприятный. Еще трупного не было запаха, но потому что человек только-только скончался. Вот. И я вот там с этой рулеточкой и вот начал там описывать, что труп лежит, положение, голова туда, рука там, нога там, во что одет,
ну, в общем-то, что там лежит на полу, что на столе лежит, что там на лежанке. Ну, в общем, вот это вот я этим занимался. То есть это были люди, вот, которые ждали смертного приговора. Некоторые, видите, не дожидались и умирали своей смертью, а ждали они годами. То есть могли объявить смертный приговор, а расстрелять человека могли только года через 3. И представляете, вот человек живет, уже у него есть подписанный смертный приговор, и каждый день открывается дверь, чтобы там, ну, каждый день была проверка. Вот я сам участвовал тоже в этих проверках, когда там их выгоняли из камеры и осматривали камеру. Это вот такой утренняя такая была процедура. И вот когда открывается дверь, человек не знает, зачем дверь открывается. Может, она открывается, и сейчас скажут, все, пошли, и на этом его, и это будет один из последних его дней жизни. Это было страшно. Вот люди переживали такие вот душевные муки. А потом вот стали, когда в 98 году или в 96-м, я сейчас точно не помню, но вот в конце 90-х смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Вот. А пожизненное заключение это более такое гуманное. То есть у нас пожизненное заключение, оно вообще как бы и не пожизненное. А если человек 25 лет не имеет никаких нарушений, то его могут выпустить на свободу. Вот. А вообще, ну вот так вот. Труд запретили труд, потому что, ну, считалось, что труд подневольный – это сродни рабству, и вот эти все производства стали ликвидировать, сокращать. Это, конечно, было, может быть, и ошибкой, может быть, надо было как-то на добровольную основу, но у нас в России как делается? Если что-то решили, все закрыли, вот, поэтому производство прекратилось. И чтобы как-то занять осужденных, стали им там развивать сеть библиотек, образования, организация досуга, самодеятельности, всякие конкурсы стали среди заключенных проводить. Допустим, вот «Калина красная», конкурс песни. И потом, значит, соревнования по шахматам. Я помню, как даже такой курьезный случай, когда у нас колония особого режима в Шарагарахоне номер 2. И там вот выявился шахматист, хорошо, который себя проявил, и его надо было привести в Читу на соревнования по шахматам. Вот. И вот, его этапировали в Читу, поместили в камеру. Вот, а он полосатик. Они там вот на особом режиме, они носят форму в полоску. Ну, правда, такая широкая полоса, и она вот так вот идет. Вот, телогрейки, штаны. Вот. И когда в камеру его завели, в этапную камеру, ну, куда привозят там как бы людей с разных мест и помещают. Это он потом сам рассказывал. И, мол, обычно как, ну, когда вот эти вот, ну, будем, давай их зэками не будем называть, это как бы слово такое грубое, бранное, будем называть их заключенными. Вот. Это, в общем-то, и в международной практике называются заключенные, а у нас они называются осужденные, по-научному. Вот. Так вот, когда его туда в камеру завели, в эту этапную камеру, а он полосатик, ну и там, естественно, другие заключенные говорят, мол, ты чё здесь, как? Чё сюда попал? Он говорит, да в шахматы приехал играть. И они, знаешь, так на него так думали, все, парень, наверное, у него кукуха поехала, понятно, надо от него подальше держаться, потому что, ну, ясное дело. А он действительно приехал играть в шахматы, и потом его уже из этой камеры повезли в другую колонию, у нас, по-моему, колония номер 5, она в черте города находится, и там как раз проходили соревнования по шахматам. Оттуда всех вот заключенных свозили. Вот это была современная тюрьма.
Вот это было новое веяние. Конкурсы устраивали, допустим, снежных фигур, футбол, хоккей, самодеятельность я уже не упоминал. А я это все как раз видел, и это как раз все проходило на моих глазах, и я делал на этом акцент. Почему? Потому что я работал уже тогда в газете, и мне нужно было показывать как раз вот это вот новое лицо российской тюрьмы. Видеосвязь там появилась, когда осужденные имели возможность, появилась у них возможность по видеосвязи связываться со своими родственниками. Появилось, что еще? Отпуска. И когда первых осужденных отпускали в отпуска, вот, я, конечно, тоже был в этом месте, потому что для меня это был информационный повод, да еще какой. Вот, и я, конечно же, получал задание там от начальства и ехал в командировку, и встречался с этими осужденными, брал у них интервью. То есть это была такая жизнь, и для меня вот эта вот реформа, проводимая в уголовно-исполнительной системе, она действительно была очень гуманной, человечной. Были школы адаптации к подготовке к свободе, когда за полгода там люди устанавливали связь со своими родственниками, с работодателем, чтобы он уже приехал, когда по освобождению, чтобы он не просто там куда-то, а чтобы у него было, куда он приедет, в какую квартиру, потому что часто квартиры люди теряли и прочее, прочее. То есть вот надо было, и это тоже все государство брало на себя. То есть вот эти вот установка контактов с обществом, с родными, с работодателем, она тоже входила. И люди, которые хотели действительно выйдя на свободу, уже знать, куда они пойдут, вот мы тоже с ними занимались. И я тоже это освещал. Поэтому есть ли разница между работниками старой системы и новой? Новую систему я, к сожалению, не знаю. Я только знаю по средствам массовой информации, что там творятся разные безобразия, пытки. Да, в мое время тоже были, нарушения, так скажем, законности со стороны сотрудников, но это носило характер такого ЧП, хотя у нас, в общем-то, вот в Забайкальском крае достаточно благополучно с этим обстояли дела, но были места, где там произвол как-то сохранялся. Это вот Иркутск, за Иркутском такая была, слава, за Саратовым, еще где-то, я не знаю, но в общем-то в Забайкалье как-то все было в этом смысле спокойно. Вот. Сейчас я не знаю, но вообще по всему чувствуется то, что у нас сейчас происходит, это, конечно, большой откат назад. Мы сейчас откатываемся в эту вот средневековую темноту, и мы по всем фронтам, и во всех сферах жизни, и в тюрьме тоже. И в тюрьме, знаете, я говорю, что все революции начинаются с тюрьмы, все преобразования тоже начинаются с тюрьмы, и я уверен, что когда вот мы начали откат в прошлое, в это средневековье, я думаю, что тюрьма, она как раз тоже первой и опустилась до этого уровня, стала опускаться, потому что, вот так всегда происходит. Так всегда происходит. Вот. Так. Андрей Стрельцов. Повезло тем, кто будет жить на месте винзавода. Сколько там пролито вина. Благодатная земля. Земля виноделов. Да. Знаете, вот в Забайкалье, в Чите, где я жил, там тоже был винзавод и тоже был ликероводочный завод. Ликероводочный завод, по-моему, сейчас он какое-то время еще работал, но сейчас его
по-моему, абсолютно давно уже тоже куда-то продали. Осталось здание, оно еще с царских времен. Там была вот эта ну, где производили различные водки. Так вот, сейчас там на этом месте, по-моему, какой-то магазин, который назвали таким странным и безликим названием «Ликерка». Вот. И в Сосновом Бору, где я жил, это микрорайон Сосновый Бор, там тоже был винзавод. И там работала моя тетя Елена Спиридоновна. Вот. А я был тогда еще маленький в семье, самый маленький. И мы с мамой ходили к тете Лёле на работу. Вот. И мне очень нравилось там. Во-первых, мне нравились запахи. А там пахло вином. Ну, вином это что? Я это воспринимал как виноград. Там пахло вот таким каким-то очень приятным ароматом. Плюс вот эти бочки, дубовые бочки, там, я помню, они прямо стояли, занимали огромные территории. Они стояли друг на друге. Бочки были огромные. Вот, в этих бочках то ли вино выстаивалось, то ли в них привозили, наверное, и то, и другое. И привозили, и выстаивали вино, вот, и разливали там. А меня, как мальчишку, конечно, интересовали этикетки, винные этикетки. А там их валялось огромное множество. И каких только не валялось, это вообще. И они у меня пачками были дома. Я ими играл, раскладывал. И знаете, потом я, конечно, оставил только по одному экземпляру, и они у меня сохранились до сих пор. И вот эта коллекция винных этикеток, она до сих пор сохранилась. Я даже, в принципе, могу их здесь вот сейчас продемонстрировать, но не будем, наверное, на этом заострять внимание. Всякие вермуты, всякие настойки, водки, такие, и целая география. Молдавия, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Украина. Откуда только не было у нас вот этих спиртных напитков, и все это вот в этикетках. Это целая коллекция. Вот, и, наверное, та земля тоже полита вином. И я сейчас вот пишу свои очерки, у меня будет там про тетю Лёлю, конечно, и вот воспоминания про этот винзавод тоже там будет. Будем негласно стройку называть ЖК Юровский. Нет, это не Юровский, это Лазурный. Вообще, да, надо было, по идее, назвать вот это ЖК Лазурный. Это была память о заводе. Вообще, вот знаете, если жили бы мы где-то на Западе, или у нас была такая западная цивилизация, у нас сейчас, знаете, такая, правильно сказал Блок, да, азиаты, да, мы азиаты, мы скифы, мы вообще дикари, по идее. Русский человек, он в душе такой, знаете, дикарь, варвар. Вот. А в цивилизованные страны, они стараются как-то сохранять свою историю. И вот у нас здесь, на территории этого завода, Лазурный, винного завода, стояли здания. Административное здание, одно здание было с часами. Почему бы его вот не сохранить? Не сохранить для наших потомков. Завод вел свою историю, по-моему, с 1938 года. Вот. Можно было там сделать какой-то, может быть, выставочный дегустационный зал, сделать магазин вина, сам район назвать Лазурный. В других странах там оставляют даже какие-то кирпичные стены. У нас здесь тоже кирпичная стена пока стоит еще старого завода, но ее, понятное дело, разрушат. А ведь можно было ее как-то тоже сохранить, разместить на ней какие-то памятные доски, что здесь люди работали, и вино было такое, и этим вином славилась Анапа и вообще Кубанская земля.
Вот. Можно было, да. В других странах как-то оставляют старые здания заводов, фабрик. Если там где-то, причем оставляют даже вот эти коммуникации, какие-то трубы, лестницы. И это интересно, это история. На этом воспитываются новые поколения. Они вот таким образом учатся любить свою землю. А у нас это разрушить до основания, а потом на этих костях и на кирпичах построить что-то новое и не всегда совершенное, и не всегда качественное. Ну, посмотрите, какие сейчас, в общем-то, строят здания. Это же смотреть страшно. Почему вот в Новороссийске приятно бывать? А там много старых зданий. Там как-то все дышит историей. У нас же, если даже какое-то старое здание есть, его тут же начинают перелицовывать, закрывает его вот этим дурацким вент-фасадом, керамогранитом, и здания все безликие, страшные. И вот, знаете, вот мне уже все меньше и меньше хочется жить в Анапе, хотя главная привлекательная вот эта вот сторона Анапы – это море. Вот море, оно человеку трудно испохабить море, хотя тоже всякое дерьмо туда он старается сливать. Вот, но тем не менее вот. А в других странах, если была какая-то фабрика, если даже там ходил трамвай или поезд, они даже оставляют рельсы, представляете, в память о тех временах. Где они рельсы не могут старые оставить, а может быть даже они и не сохранились, они просто прокладывают на этом месте такие металлические полоски в виде рельс, которые тоже становятся украшением вот этого места исторического. И все это вот как-то дышит историей. Люди понимают, что они не просто откуда-то там взялись, их предки здесь жили, их предки здесь работали. Вот она история. У нас вот такого нет. Поэтому вот хотите ли вы или нет, мне кажется, что у русского человека нет будущего. Вот правда. Вот правда нет. Это как-то вот... потому что мы свою историю не знаем. Мы ее сначала вели с 17 года, вроде бы как ничего до этого не было, а наши вот, значит, предки взяли советскую власть, уничтожили эксплуататорские классы, и вот наша история с 17 года началась. Сейчас это тоже рухнуло, а старые корни мы не знаем. Вот копните любого человека, кем был его там прадед или там отец прадеда, где он жил до 17 года, чем он занимался, а хрен вы скажете. Вот только человек умный, вдумчивый, он интересуется своим прошлым. А человек поверхностный, у которого нет ничего за спиной и нет будущего, получается, да, ему это не интересно. Ну, вот такая судьба у русского человека. Так. Хватит про зэков и трупы, тошно слушать и неинтересно. Давай Анапу. Ну а что про Анапу? Про Анапу вот я только что сказал. Анапа превращается в неинтересный город. Андрей Стрельцов. Александр, мы пожили хоть как-то. За будущее наших детей не страшно? Ну, конечно, страшно. Страшно. Причем сейчас, вот знаете, вот так разворачиваются события, что неизвестно, чем это все закончится. Видите, вот исторически войны обычно заканчиваются там, откуда они пришли. И если вот этот постулат переложить на современную ситуацию, то сами думайте, сами вы умные и знаете, чем все может закончиться. Так. Опять Андрей Стрельцов. По этикетке сделай отдельный ролик, и чтобы интересно было тебя слушать, купи узбекский коньяк. К моему удивлению, не совсем плохой. Коньяк с меня. Андрей, меня и так стыдят, что ты меня всякими подарками здесь
так скажем, осыпал. Вон шоколад действительно, я еще не весь шоколад попробовал, но вот торт очень тоже шикарный, особенно, опять же, шоколад. Шоколад действительно во Владивостоке качественный. Я как бы раньше об этом не задумывался, но мне вот подписчики многие написали. И, в общем-то, вся логика вот, экономических связей Владивостока с другими странами и его вот это вот приморское положение, оно вот как бы логически выводит на то, что а почему бы во Владивостоке не быть очень хорошему, качественному, вкусному и полезному шоколаду. Все об этом говорит. Тем более фабрика, вот эта вот приморский кондитер, по-моему, что ли, она тоже старая, вот, со своими традициями, поэтому, ну, здорово. Андрей, это шикарный подарок. И передай большой привет своей супруге, потому что наверняка, когда вы выбирали подарок, ты с ней советовался, что тут Сашке Альбатросу увезти. Это, конечно, в самую точку. Да, во Владивостоке настоящий шоколад без добавления. Вот, поэтому, ну, вот еще раз тебе спасибо. Хотя и говорят мне, вон этот Андрей Прокофьев, он, наверное, сейчас не смотрит мой эфир, он бы тут сейчас написал бы, что я жадюга там и вообще там, он меня костерит. А вы заметили, что я своих недоброжелателей не баню, не отвечаю им грубостей, я им позволяю это делать. Вот. У меня тоже на канале «Свобода слова», и на Андрея Прокопьева я нисколько не сержусь, я, наоборот, к нему по-доброму отношусь. Более того, я когда в своих вечерних молитвах, я всегда своих недоброжелателей, своих оппонентов, своих врагов, если у меня такие, может быть, есть, я всегда о них молюсь наравне со своими самыми близкими людьми, со своими сродниками, женой, детьми, братьями, сестрами, крестниками, наставниками. И мои недоброжелатели, враги тоже, это одна и та же молитва. Я их употребляю прямо через запятую. Вот. То есть сохрани и помилуй моих врагов, недоброжелателей и моих оппонентов. Вот. А также я всегда молюсь за своих читателей, подписчиков. Так что знайте это. Так, 10 человек меня смотрят. Сегодня у нас свободная тема. Тема ни о чем и обо всем. О многом уже поговорили. И сейчас я вам предлагаю еще какие-то вопросы мне задать. Вот. И иначе уже можно будет и заканчивать. Вот. Сейчас пока я готов еще ответить на какие-то вопросы, так как я разговорился. Вот. Ну, что еще сказать? Про Андрея расскажу. Про Андрея Хрущева, моего друга. Он сейчас не работает, но мы с ним постоянно на связи. И ему, конечно, скучновато, хотя он человек такой, что скучать тоже, он, в общем-то, интеллектуал большой. Он много смотрит различных видео, передач, читает в интернете много всего. Ну, может быть, у него круг вот интересов такой обширный и не систематизированный. И я ему, конечно, тоже предлагаю послушать и Екатерину Шульман, и Максима Каца, и Илью Варламова. Вот. Он это тоже иногда смотрит, тоже поругивает. Он-то такой, ну, тоже такой, так скажем, проправительственно настроенный вот, человек.
Вот. Но сейчас он живет там же, в поселке Витязево, снимает комнату в гостевом доме за 4000 рублей со всеми, как говорится, коммунальными платежами. То есть, видите, у нас в Анапе можно как жить. Живет человек в тепле, у него свой туалет. Он говорит, я даже не выхожу никуда. Я говорю, как там у тебя тихо? Он говорит, а я не выхожу, у нас общая кухня, говорит, но я туда не выхожу. У меня, говорит, есть чайник, есть какие-то там припасы еды, и он там вот сухомятит, вот, он не варит ничего, ну, это вот такой человек он. Вот. Так что живет, поживает до февраля. В феврале он опять пойдет работать, опять будет получать 40 тысяч на руки, плюс пенсия. Вот. То есть, ну, ему не хватает никогда. Вот он мне сейчас написал, вот только пенсию получил. Говорит, Александр, у меня 7 тысяч осталось. А сегодня вот 3 декабря, и практически еще только, ну, по сравнению с прошлым годом, наверное, пенсия придет, наверное, в конце декабря, вот, числа там 30-го, вот, а может быть еще и раньше. Но чем раньше придет, тем он быстрее ее потратит, поэтому пусть бы она лучше пришла, как положено, в начале. Я получил свою вот буквально 1 числа. 1 числа пришла. Вот, так что вот про Андрея тоже рассказал. Андрей живет, Новый год собирается, так, у него пока в планах встречать, может быть, поедет к Толику, к нашему еще одному приятелю, в станицу Васюринскую. Ну, лучше бы он туда не ездил, потому что зачем? Это только лишние траты раз, во-вторых, лишнее возлияние алкогольных напитков два, которые пользы, в общем-то, никакой не приносят. Вот. А Новый год – это не такой уж большой праздник, можно провести его в одиночестве, и, конечно, мы тоже с ним встретимся потом там Рождество будет, вот, и пообщаемся. Ну, я считаю, что Новый год – это семейный праздник, тихий праздник. Я лично буду, как всегда, смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром». Буду смотреть ее с грустью, потому что артисты, которые там играли, они уходят. Но, слава богу, и Лилия Ахиджакова, и Галина Польских еще живы, и Барбара Брыльская живая, и Александр Ширвинд, хоть и такой уже старенький, но он себя называет красивым стариком, да, он так живет красиво, таким красивым стариком. Сын его, Михаил Ширвинд, ведет канал, он тоже путешествует, там показывает всякие различные кухни. Ну, если вы смотрите, то смотрите. Я не помню, как его называют, но если, я думаю, набрать в интернете Михаил Ширвинд, то вы на его канал точно выйдете, посмотрите. Вот. И раньше он, Михаил, делал такие передачи, которые называются «Гараж», когда в гараже собираются вот старые друзья, то есть вот его отец, Ермольник приходит, Леонид, еще какие-то артисты приходят, ну, друзья Ширвинда, и они там просто вот так вот в гараже кильку открывают. Ну, там, конечно, какая-то водка, коньяк. Ну, в основном какие-то вот такие вот всякие соленья, огурчики. И они таким образом там общаются, чуть ли не на газетке. Вот, по такой вот традиции мужской. Вот, это очень интересно. 14 человек меня смотрят. Это, по-моему, такое рекордное количество для сегодняшнего эфира. Даже я сегодня сам не проверял свой эфир. Вот если я сейчас свой эфир включу на своем смартфоне, я, наверное, буду сейчас 15-м. Давайте проверим. Сейчас не отключайтесь, ради эксперимента проверим, попаду я в статистику или не попаду.
Так, сейчас, секундочку. А вы пока мне тоже задавайте какие-то вопросы. Ну, скоро еще, друзья мои, у меня жизнь будет немножко веселее. То, что я вам говорил, я тут затеял одно дело. Я уже на это подписался и даже заплатил деньги. Что это будет, я вам потом скажу. Я пока соблюдаю такую интригу, выдерживаю интригу. Так. Да, я ведь не могу свой канал найти, блин, как раз. А от вас я жду сейчас вопросы. Вопросы. Вот. Сейчас 12 человек смотрит, и я присоединился тоже. Вот. Сейчас 12 человек смотрит, и я присоединился тоже. Все, меня видно, слышно, 14 человек на связи. Друзья, давайте вопросы задавайте. Задайте вопросы, и мы с вами еще пообщаемся. Так, ну, я сейчас вам покажу тогда, я сейчас покажу портфолио, которое я сделал. Может быть, кто-то заинтересуется мною как графическим дизайнером, может быть, обратиться ко мне с какими-нибудь заказами. Почему бы нет? Почему бы свой канал не прорекламировать? Итак, вот. Вот мое портфолио. Разместил я его на сайте Behance. Вот так вот я его сделал. Сейчас я посмотрю, как оно будет у меня здесь. Я жду от вас, друзья, вопросы, потому что без вопросов как-то неинтересно. Угу. Так, это вот обложка моего портфолио. Так, это вот немного о. Знаете, вот это так получилось непроизвольно. Вообще тут было немного о себе. Вот, а так бывает, что не досмотрел, у меня слово о себе куда-то вылетело. Но я посчитал, потом, когда я это обнаружил, посчитал, что это очень даже оригинально, когда просто немного о. И вот это вот, значит, образование, опыт работы, навыки. Здесь, значит, опыт работы в многостраничных изданиях. Это газета «Русский рубеж», которая выходила в Австралии, в Сиднее. Это газета «Эврика», верхняя строка. Здесь в Анапе я ее верстал. Ниже брошюра «Арт-парк Никола Ленивец». Другая полиграфическая продукция. Ну, листовка на спектакль, потом листовка вот здесь вот в Анапе, встреча с писателем. Листовка приглашения на работу, вот здесь ниже тоже. Плакат. Плакат «Ждем в гости в Анапу», в курорт Анапа. Вот, с визуализацией на остановке. И иллюстрации, вот такая вот картинка настенная, украшение. Потом рисунок для печати на женской и на мужской футболке. Потом вот рисунок кота на кружке.
И вот такой вот несколько такой рисунок. Это атаманского отдела, безуглый. Вот я тоже проэкспериментировал, нарисовал его. Такой вот получился он. Разработка идентики бренда, шоколад Шолта. Как вот я придумал вот такой вот значок в виде сердца, который напоминает в то же время клубнику в шоколаде. Вот как это смотрится на плитке шоколада. Как это смотрится на вывеске, на квадратной плитке шоколада. Потом вот такая вот инсталляция из пластика, визитка. Ну и все. Здесь вот мои контакты. Так, это еще не конец. Почему-то у меня вот в начале вот это появляется заставка. Ну, такая перебивка, это тоже хорошо. Так. Вы с Андреем лучше на новогодние дни шабашку устроите, зарабатывать можно неплохо. А где, чем? Я лично не знаю, как. Мне кажется, что в новогодние каникулы надо сидеть дома, обернувшись в теплый плед и пить кофе или чай. Денис Фил, ваше мнение об отношении казахов к русским в Казахстане? Ну, в Казахстане я не был, и об этом надо спрашивать казахов, которые живут в Казахстане. Ну, по крайней мере, та информация, которая у меня имеется, что отношение это такое хорошее. И, может быть, мы завтра или в какой-то другой день проведем чат-рулетку. И непосредственно, наверняка попадем на Казахстан, а можно даже выставить Казахстан как страну, с которой предпочтительно поговорить, и пообщаемся непосредственно с казахами. Они нам все расскажут. Татьяна Корниенко. Живу в соседнем доме с вами каждое лето и очень сожалею, что разломали винзавод. Тоже люблю смотреть на Анапское шоссе, как оно светится. Вот. Спасибо, Татьяна. Хоть я уже об этом давно рассказывал, но реплика такая своевременная, она, значит, вы смотрели, и это очень приятно мне, что вы смотрели и слушали как раз то место, когда я рассказывал про винзавод. Татьяна опять спрашивает. Александр, как у вас дело состоит со стихами? Планируете издать еще одну книгу? Да, я планирую издать еще 2 книги. Стихи у меня уже изданы. Ну, вы уже видели эту книгу, да? Книга, вот она у меня тут стоит постоянно. Это, правда, такой рабочий экземпляр, то есть мягкий переплет. А у меня еще есть в твердом переплете. Вот, и, будет, ну, достаточно много страниц. Вот, стихи. И сейчас у меня будет вторая книга. Это очерки. Ну, тоже я решил сделать вот по типу такого же, будет только другой портрет. Книга будет называться «Очерки». Там будут мои воспоминания о моей семье, о родословной, о службе, о друзьях, о приезде в Анапу. Ну, много-много там будет всяких тем. Вот, она будет коротко называться «Очерки». И третья книга, она будет называться «Проза». Будет называться «Проза». Туда я соберу все свои прозаические произведения. Они у меня, в принципе, еще вот так под одной обложкой никогда не были. Туда я соберу свои ранние рассказы, может быть, вообще самые первые рассказы, потому что это же я делаю для себя и для своих родственников, не столько там для какой-то широкой публики, это для меня. Вот, и делаю я в нескольких всего экземплярах, ну, допустим, чтобы близким родственникам и близким друзьям, все. Больше, в общем-то, я считаю, что я никого не интересую. И, наверное, это так и есть. Вот. А кто вдруг захочет вот эти стихи иметь, ну, тогда он имеет право сам просто зайти на любую площадку, Озон или еще какую-то,
Вот сейчас мне сообщили, что в Яндексе какая-то там есть площадка, Яндекс.Маркет, что ли, или еще какая-то. Там тоже будут выложены мои стихи, ну, вернее, книги, и их там тоже могут приобретать. Книги понемножку приобретают. Я захожу иногда в личный кабинет. Хорошо идут у меня книги, это рассказы на одну букву. Вот. К выпуску новой книги «Проза» я постараюсь написать еще пару рассказов на одну букву, на букву О. У меня уже есть черновики. И на букву Ч. Вот. Может быть, на букву Т, но это надо сидеть. Видите, вот писательство, это все зависит от вдохновения. Поэтому, когда оно есть, оно и пишется. Когда его нет, не пишется. Но иногда можно просто сесть и тупо написать, вот как вот таким принудительным методом. Вот, поэтому вот будет проза. Потом у меня будет туда включен рассказ. Знаете, у меня еще есть такие рассказы, которые никогда не публиковались, и я их, может быть, в конце там опубликую, но таким, может быть, более мелким шрифтом, как вот примечание, то есть это будет как, ну, такой не основной текст, а такой вспомогательный. Вот, у меня есть рассказ про Андрея Хрущева. Он называется «Невезуха». Писала его, наверное, еще в 80-х годах в конце. Вот, и представляете, вот Андрей, как у него жизнь, что я про него свой первый рассказ, а тогда я с ним только познакомился, с Андреем. Вот, и мой первый вот этот, он меня вдохновил написать вот такой рассказ «Невезуха». Там, как он, герой этого рассказа, попал в такую очень неприятную историю. Вот, потом у меня есть рассказ «Лунная соната», по воспоминаниям моей поездки в Краснодар, как я там познакомился с одной девушкой. У меня есть стихотворение, кстати, «Лунная соната». Вот, есть рассказ, который тоже никогда не печатался. Потом у меня есть рассказ один еще, называется «Трюм». «Трюм» это такое неофициальное название вытрезвителя. Написал я его тоже в конце 80-х годов, когда только поступил на службу в милицию. И у меня была практика в вытрезвителе. Практика в вытрезвителе. Вот. И вот мое первое посещение сего заведения произвело на меня такое впечатление, потому что я-то человек такой неискушенный, я вообще домашний ребенок был. Вот. В армии я тоже, в общем-то, служил в таком хорошем подразделении. Вот. И вытрезвитель произвел на меня такое впечатление, что я написал рассказ. И назвал его «Трюм». Он нигде не публиковался, но он у меня есть здесь в черновиках. Он даже у меня не оцифрован, то есть он у меня в рукописи, и даже я его никогда не набирал на компьютере. Вот. Но он у меня есть, и я его обязательно оцифрую и включу тоже в эту книгу, которая будет называться «Проза». Также в эту книгу я включу своего Гамлета. Гамлет – это Шекспир, но я тоже в начале 90-х годов, тоже в такое переломное время, когда советская система рушилась и на ее смену приходила другая система, я вдруг в произведении Шекспира ярко увидел все, как в зеркале, все то, что происходит вокруг. И я сделал такое переложение. Это не перевод, это просто переложение. Я, правда, использовал много переводов и Пастернака, и Лозинского, и других авторов. Вот. Сейчас я могу даже еще и оригинал использовать. У меня эта книга «Гамлет» сохранилась, и первый текст там на английском языке, ну, на староанглийском языке. Я пробовал читать, но там не очень
это все равно, что, наверное, дать иностранцу почитать там даже не Пушкина, а какого-нибудь Сумарокова произведения, он там ни хрена не поймет. Вот, поэтому читать Шекспира тоже очень сложно. Но, тем не менее, я сделал такое переложение, и я там не стал скрывать своих вот этих вот ассоциаций. Я явно вот там нарисовал и Ельцина, и Горбачева, и коммунистическую партию. У меня прямо, ну, коммунистическая партия, она у меня в виде королевы. Королева Гертруда. Это у меня коммунистическая партия. И Розенкранц и Гильденстерн у меня это КГБшники. Вот. Сам Гамлет у меня это народ. Ну, как бы вот у меня герой такой собирательный русский советский народ. Это Гамлет. А тень короля Гамлета у меня Брежнев. Прямо выведен Брежнев с бровями, с орденами, со всеми. И когда я читаю, там потом есть артисты, вот эти вот артисты, которые приехали ставить спектакль. И это у меня Хазанов. Вот. Так что это очень интересное произведение, оно тоже нигде не публиковалось, и, может быть, я его чуть-чуть... Там много, правда, таких сленговых слов, вот, потому что время такое было, и я как раз работал в милиции, когда писал, каких-то там фривольностей достаточно многовато в этом Гамлете в моем. Может быть, я оставлю, а может быть, и в первоначальном виде, вернее, в первоначальном виде напечатаю, может быть, я внесу какие-то изменения, корректировки, может быть, внесу корректировки, а в сносках, в примечаниях оригинальные слова напишу, а может быть, наоборот. Ну, не знаю. Потом есть у меня произведение «Золотой камень». Оно тоже никогда не публиковалось. Вот. Но это такая пародийная повесть на индейскую тематику. Вот. Писал я эту повесть для моего друга, большого поклонника американских индейцев, и Фенемора Купера, вот, Женьки Анисимова. Вот. Женька Анисимов, кстати, тоже сейчас писатель, если вы хотите, вот, найдите повесть, он пишет повесть, называется «Лейтенант Старновский», про 41 год. Вот, так что вот этот «Золотой камень» я напишу. Я его писал уже после школы, а Женя писал на эту повесть критическую статью. Он там писал и про интернационализм, который я там показал, и высмеял мое поверхностное знание вообще литературы об индейцах и об истории. Но я говорю, вот я в свое время писал очень легко, я не задумывался, что где-то что-то как-то мне нужно почерпнуть. Я писал так, как я это себе представляю. И мне кажется, это здорово. Вот. У меня, допустим, там показан обряд, как индейцы мылись в бане. Ну, баня была такая в виде вигвама. Вот. Там стоял чан с водой. И рядом был костер, где раскалялись камни. Индейцы заходили в этот вигвам и, значит, брали камни, раскаленные из костра, и опускали в этот чан. И вот таким образом получали пар и мылись там. Мылись там и пели такую песню. «Нам силы придайте, горячие камни, ай, люли, придайте нам силы, горячие камни, ай, люли, ай, люли». Ну, Женя Анисимов, мой вот этот критик и большой знаток индейцев, он вообще закончил исторический факультет, он написал, что в этом произведении Александр Полуполтиных показал нам некоторые обряды индейцев,
и даже их песнопение, и употребил такой несколько неиндейский припев ай люли, но это объясняется, наверное, тем, что повесть написана на русском языке. Вот. Так что, друзья мои, будет весело. Дай бог, что мы доживем до этого времени. Сейчас, видите, такое время, что неизвестно, что будет завтра. Ну и, во-первых, и с нами что будет, и что будет со страной, как прямо в песне Шевчука. Но, тем не менее, у меня такие планы есть. И сейчас мне нужно закончить книгу «Очерки». Кстати, вот мне сегодня надо немножечко пописать. Я начал опять, у меня же был перерыв, вот летом я учился на графического дизайнера, повесть не писал. Сейчас я опять вернулся к ней. Она даже у меня вот на компьютере, все вкладки открыты. Те вот материалы справочные, которыми я пользуюсь, они у меня все открыты на рабочем столе. Сейчас я пишу про своего дядю Петра Спиридоновича Манаева, который прошел всю войну. Вот. Я закончил тот момент, где он в 1942 году участвовал во взятии Зайцевой горы, это которая на пути к Варшавскому шоссе. Там советские войска положили до 100 тысяч, ну, по некоторым оценкам, до 100 тысяч солдат живой силы. Официально признано 60 тысяч, но вот некоторые историки говорят 100 тысяч. Представляешь, какие цифры были? А Зайцеву гору так и не взяли. Так и не взяли. В 1943 году ее пытались взять больше года за нее сражались. Положили там огромное количество людей. Командовал Жуков этой операцией. Ну, а все знают, что Жуков, он людей не щадил. И там столько было трупов. Все было завалено. Даже, знаете, вот есть фотографии, снимки 1954 года. То есть прошло больше 10 лет после этого сражения, а кости вот так и лежали на поверхности земли прямо слоями, потому что место было немцами пристрелено очень хорошо. Вот это поле перед Зайцевой горой, Зайцева гора — это высота, и место было пристрелено очень хорошо, но это наше командование никак не смущало. И оно туда бросало новые и новые и новые и новые полки, и немцы все это перемалывали прямо вот очень быстро. Зайцеву гору однажды взяли, но ненадолго. Ненадолго немцы опять наших воинов выбили оттуда. И только в 1943 году немцы сами ушли, когда готовились к сражению на Курской дуге, они проводили перегруппировку войск и сами ушли с этой Зайцевой горы. Вот тогда только наши войска ее заняли. А сколько человек там положили, это, я говорю, уже от 70 до 100 тысяч. 70 это официально признано. 100 тысяч это по оценкам историков, краеведов и поисковиков. Вот. Сейчас, друзья, происходит то же самое на украинской земле. То же самое творится. Вот. Методы не изменились нашего командования. Вот. И я привожу вот в своих очерках переговоры командующего 50-й армии, в составе которой воевал мой дядя, и главкома Жукова. И как вот я там, ну, это же у меня такое очерки, то есть не историческое произведение, а художественно-литературное. И я там взял выдержки из диалога Жукова с этим вот командующим армией Балдиным.
как Жуков требует взять эту Зайцеву гору. Вот. И как Болдин оправдывается, почему это невозможно. Он называет причины и плохую одежду, и плохое питание, и недостаток боеприпасов, и разбитые дороги. Но Жукова это не интересует. Жуков был очень жесткий офицер, генерал, и поэтому, ну, все. И я вот когда это пишу, я пишу, что вот разговаривают два военачальника, а мой дядя сидит где-то сейчас в окопе, штопает там вещмешок или там рассказывает какую-то байку своим однополчанам, может, еще какими-то делами занимается. А их судьба сейчас вот в данный момент решается вот высшим командованием вот именно в этом телефонном разговоре. И телефонный разговор состоялся 15 апреля 1942 года, а 16 апреля они уже пошли в атаку. И от полка, в котором воевал дядя, ничего практически не осталось. Это вот суровая правда той войны. Сейчас где-то есть другая правда, которую от нас, конечно, скрывают, но все оно тоже потом прояснится. Все телефонные разговоры, все цифры, все будет у нас. Ну, не у нас, а у тех людей, которые этим будут заниматься, историей, когда это станет, сегодняшний день станет историей, они все узнают, как мы сейчас узнаем. Так, это я ответил на вопрос Татьяны Корниенко, как дело обстоит со стихами, и планирую ли я издать еще одну книгу. Но я сказал, что я планирую издать целых 2 книги, очерки и прозу. Александр, в Анапе тяжело тебе будет найти спрос на свои услуги. Как минимум заходи на Краснодар, Ростов и по-хорошему Москва и Питер. Да везде, я везде захожу, конечно, везде, я по всему миру. У меня были, конечно, уже заказы. Ну, кстати, были из Москвы. Москвичи, они такие тоже немножко скряги, они за услуги платят, которые стоят гораздо больше копейки. Ну, я не отказываюсь и от копеек. Так, Андрей Стрельцов, на букву «П» есть рассказ? Если есть, прочти немного из него. Рассказ есть на букву «П». Ну, вообще, буква «П» — это самая распространенная буква в русском алфавите. Вот, на нее больше всех слов. Потом идет буква «Р», как ни странно. Потом идет буква «О». Потом идет буква «С» и «Т». Вот, это самые распространенные буквы. И буква «П» — это самая-самая распространенная буква, на нее больше всего слов. И когда некоторые люди, ну, читают мои рассказы, и они, чтобы как-то меня уесть и показать, что, в общем-то, ничего я такого не сотворил сложного, они мне пару фраз каких-нибудь на букву «П» или на букву «С» сразу на ходу придумывают. Допустим, там Петр Прокопич Пахомов пошел по пути, ну и там что-нибудь такое-то там, знаете, и вот пару фраз. И мол, вот, Саша Полуполтинных, мы тебя уели, что ты ничего тут такого не придумал, и вообще заткнулся ты бы с этими рассказами своими. Ну, я, как всегда, не обижаюсь на это. Вот, я это принимаю, я обычно хвалю этих людей, говорю, вы большие молодцы, что это придумали, потому что русский язык, он неисчерпаем, и даже рассказов на букву «П» там, или там «С» или «Р» можно написать огромное количество, огромное множество, и они будут все не похожи друг на друга, и вы написали тут 2 фразы, а вы вот, я буду очень за вас рад, если вы напишете рассказ целиком, потому что рассказ — это все-таки произведение законченное, которое имеет и завязку, и развитие сюжета, и завязку, и какой-то эпилог.
Вот, поэтому вот вы уж постарайтесь. Ну, то есть я их тоже немножко уедаю, ну, хотя, в общем-то, по-доброму. Недавно прочитал, как бывший военнопленный стал вождем индейского племени, поэтому Ай-Люли могло попасть с его появлением русского в племени индейцев, в племя индейцев. Это вторая версия про Ай-Люли. Да, 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 точно, 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 точно. Спасибо тебе. Так, и я сейчас, наверное, прочитаю этот рассказ. Я думаю, то ли книжку принести, но книжку, пока я буду искать на полке у себя книжку, это займет, наверное, какое-то время. А я его могу, наверное, найти, скорее всего, здесь у меня на компьютере, и, скорее всего, я его могу найти, наверное, в Prozа.ru. И сейчас я вот прямо на ваших глазах попытаюсь это сделать. Я далеко не ухожу, я здесь, вот видите, вот я тут, в этом маленьком телевизоре. Вы пока думаете над своими вопросами. 15 человек меня смотрит. Это сегодня рекорд для моего стрима. Я сейчас перехожу в Яндекс. И здесь, в Яндексе, я сейчас пишу запрос. Полуполтинных попил пивка. Рассказ называется «Попил пивка». Так, Prozа.ru, в первой строчке я сразу попал. Так, произошла ошибка, почему? Так, произошла ошибка. Странно. Угу. Что, Prozа.ru, что ли, сломалась? К сожалению, страница в настоящее время недоступна, попробуйте позже. Вот тебе раз. Prozа.ru, оказывается, у нас с ней что-то случилось. Ага. Так, а вот еще есть попил пивка, может быть, вот здесь вот, что ли? Потому что, может, где-то я еще раз на Пикабу? Нет, на Пикабу тоже ничего нету. Так, тогда надо в своем компьютере. Сейчас вот я... Книга стихов. Это у меня на диске D должно быть. Так, Александра Мефодича. Творчество Александра Мефодича. Стихи, рассказы. Рассказы на одну букву. И вот он попил пивка. Ну, слушай. Итак. Постовой 15-го полка ППС Петербурга прапорщик Перебейнос потихонечку прохаживался по проспекту Пролетариев. Так, это мне звонят. Липецкий звонит с Липецка Сергей. Блин, я никак не могу его это... Так, потертая портупея, пистолет, палка, питерский полисмен. Пригляделся, прислушался, принюхался. Привычка. Полный порядок. «Пойду поблизости пивком побалуюсь», — подумал постовой. Погода просто пекло, под 50. Простительно. Да блин. Так, друзья, вот меня совесть гложет, потому что мне вот с Липецка Сергей звонит уже давным-давно. Сейчас я ему просто быстро-быстро напишу здесь вот на... в WhatsApp. Так.
Так, Липецкий. Где у меня Липецкий? Вот он, Липецкий. Вот, я ему пишу вот сейчас. Сергей, я провожу прямой эфир. Заходи на YouTube. Все, отправил. Итак, пойду поблизости пивком побалуюсь, подумал постовой. Погода просто пекло под 50, простительно. Пивная погребок. Присел, прищелкнув пальцами, подозвал представителя персонала, попросил принести пол-литра полтавского. Пожалуйста, поскорее, помираю. Протер платочком потную плешинку. Принесли, поставили, пожелали приятной производственной передышки. Пиво поигрывало поднимающимися пузырьками, пенилось. Фу, подул, прижмурившись постовой, предвкушая подлинный праздник. Пена, подобно пуху, полетела по просторному помещению. Перекрестившись, пылко присосался. Пьет, причмокивает. Прекрасное пиво. Посидел. Прикурил Петра Первого. Покой постового прервал подошедший пьянчуга, противно пахнувший помойкой. «Простите», — промолвил пропойца, — «позвольте пустую посуду». Постового просто перекосило. «Проваливай, получишь пустую посуду, примочку по печени», — пригрозил Перебейнос. Пропойца поклонился почтительно, повернувшись, пошел покорно. Прошло полминуты. «Подайте погорельцам», — печально пропел пятилетний постреленок. Поодаль притаилась, по-видимому, полупьяная прабабушка погорельца. Прапорщик протянул пацаненку пробку. «Поди, поиграйся». Парнишка приготовился плакать. Перебойнос подманил попрошайку поближе. Почти прорычал. «По попке получишь, паршивец!» Подбежала прабабка, подхватила пацана, потащила прочь. Посидев, поразмыслив по поводу произошедшего, прапорщик подозвал полового, попросил повторить. «Привет!» Посмотрел. Путана. Первоклассный прикид. Перламутровая помада. Перстеньки переливаются. Присаживается. Познакомимся. Паула. «Прапорщик Перебейнос», — представился постовой. После 5-минутной паузы протянул Пауле Петра. «Покурим?» «Предпочитаю парламент», — промурлыкала Паула. Потом проказливо подмигнула. «Погуляем?» Прапорщик посидел, подумал. Паула потянулась, подобно пантере, полушепотом продолжала. «Постелю пуховую перинку, полоскаю по-парижски». Потом приоткрыла прорезь платья. «Посмотри, персик, правда?» Прапорщик поерзал. Предложение показалось привлекательным. «Платно?» «Постовым полцены». Прапорщик почесал подбородок, переменился. «Послушай, подруга», — пробасил, посуровев, — «пошла-ка подальше. Привлеку, получишь по полной программе, поняла?» «Подумаешь, праведник», — поднялась Путана, поправив подол, пахнущая парижским парфюмом, повиляла павой по проходу. «Подлюга продажная», — процедил прапорщик. «Пиво! Парочку!» Пиво пошло плохо, показалось пресным, потом пошло-поехало. Полковник Пыхтун приперся, проверяющий. Пропал прапорщик, проклятие, пропала премия, прочее поощрение. Попил пивка.
Так, это моя заставочка, друзья мои, перебивочка. Ну вот, выполнил просьбу моего подписчика Андрея Стрельцова. Прочитал рассказ на букву «П». Андрей пишет: недавно прочитал, как наш бывший военнопленный стал... Это, значит, про Илюли. И Денис Фил написал: в каком районе жили в Чите, Александр? Я жил в Сосновом Бору. Украинский бульвар, улица. Украинский бульвар. Ну, так называли украинский. Сейчас, наверное, я бы называл украинский бульвар. А раньше как-то украинский. Так вот было. Рядом была улица Белорусская. Вот. Я жил в 5-м доме, а потом в 8-м году переехали в дом номер 15. Да. Вот. И оттуда-то вот я и потом и мотанул в Анапу. Ну что ж, 13 человек меня смотрит. 13 человек меня смотрит. В эфире мы уже 2 часа. Я планировал, друзья мои, всего лишь часок посидеть. А вот всегда вот так вот разговоришься, да, особенно когда у тебя приятная компания, когда 13 человек, и все тебя с интересом смотрят. Это всегда, конечно, затягивает. Тем более Андрей Стрельцов, я понимаю, что Андрей подъезжает сейчас к Москве, и вот уже у него, наверное, уже меньше часа остается до Москвы, так что он приятно провел время со мной. Все, я в Москве. Пока, Андрюха, давай. Все, я в Москве, досмотрю позже. Давай, Андрей, все, пока. Я уже скоро тоже закончу. Счастливо тебе добраться до аэропорта и добраться до Владивостока. Я тоже во Владивостоке был. Правда, я был очень-очень давно. Я был там в 81-м году. Один раз я, по-моему, во Владивостоке был. Я во Владивостоке был, да, один раз. Это был поезд Чита, школьный поезд. На каникулах, на зимних мы поехали. Это моя была первая поездка, вот такая дальняя, с классом. Везла нас учительница по истории Татьяна Викторовна Муратова. Ох, она была, конечно. Она была красивая женщина, молодая, современная. Она очень красиво одевалась. И если все учителя, ну, еще тогда в советского времени были так серенькими мышками, ну, видимо, как бы положено так быть серенькими мышками, а потом они в большинстве своем были такие пожилые, а которые молодые приходили, они были молодые серенькие мышки. Я помню, у нас учительница по химии была такая серенькая мышка, вот прямо вот во всем. У нее была коротенькая стрижечка, зубки у нее были тоже такие, как у суслика, и платьице серенькое было, и вот она вот, ну, химия, учитель химии. Вот, а Татьяна Викторовна, она была помада. Помню, я такой помады никогда не видел, и у нее была такая какая-то коричневая помада. Ну, тогда, видимо, считалась очень модной. Лицо холеное, белое, одежда всегда модная и красивая. Колготки, там икры такие у нее выделялись. Ну, вот мы тогда уже были в старших классах, конечно, любовались ей. И более того, она к нам, к ученикам, относилась очень внимательно, по-человечески, особенно вот ко мне. Почему, я даже не знаю. Я тогда историю не очень так жаловал. Я сам писал какие-то там тогда уже эти романы, и мне некогда было особо-то в учебу погружаться, и в историю в частности. Вот. Но она как-то ко мне так отнеслась, ну, я не знаю. Вот прямо, можно сказать, ну, не, по-матерински не назовешь,
Ну, по-родственному как-то, по-семейному. Потому что я всегда комплексовал, и если даже я что-то знал, то с меня надо было это вытягивать щипцами. Вот. А у нее хватало на это времени и терпения. Вот. И она, когда вызывала меня к доске, я выходил, ну и, конечно, молчал. Ну, я, допустим, молчу там полминуты, минуту. Вот, она спрашивает. Ну, допустим, дату какую-нибудь. В каком году вот случился тот, или в какой период времени случился тот факт, о котором мы сейчас ведем речь. Ну, я и говорю, допустим, там 1800 какой-то там 61 год. Она говорит, так, полуполтинных, молодец. А в каком это городе произошло? Ну, я говорю, допустим, там в Петербурге. А кто, она говорит, молодец, значит, кто там, и каких-то задает вопросы, чтобы я назвал каких-то исторических личностей. И я ей говорю там тот-то, тот-то. Она говорит, ну, вообще молодец. Вообще, говорит, молодец, полуполтинных. А в чем заключался вообще вот этот вот вопрос, который вот они там решали? Кто выступал с чем? Что говорили эти, а что отвечали те? И я говорю, эти то-то говорили, а эти так-то отвечали. Вот, и все. Она говорит, садись, полуполтинных, 5 полуполтинных. И вот она мне так дала поверить в себя, что я, ну, подтянул учебу-то. Я подтянул учебу, и я и на других предметах стал отвечать более так внятно. Так что вот и она нас повезла во Владивосток. Тоже это было удивительно, потому что мне казалось, как так, вот такая учительница, вот такая красавица, такая модная, такая современная, и вдруг она в плацкарте будет ехать с нами, как она будет питаться. Ну, я ее вообще боготворил. Ну, был даже, может быть, так, как подросток влюблен в нее. Вот. И, конечно, было очень лестно, что она с нами едет. Было очень приятно, что она с нами едет. И авторитет ее еще больше возрос. Ну, и она себя показала молодцом. То есть она, все-таки для нее это тоже была ответственность. Мы такие все были разгильдяи, особенно мальчишки. Девчонки, конечно, там частично. Кто-то там с ней держался близко, а кто-то там тоже как-то где-то куда-то что-то удалялся и какие-то дела свои делал. Вот. Но она со всеми находила общий язык, и вот она нас свозила во Владивосток. И есть фотография. По-моему, это был после какого? После 8 класса? Да, это было после 8 класса. Нет, после 9, скорее всего. После 9 точно. После 9 класса это было. Угу. Да, потом она ушла работать в городскую администрацию со школы. Я потом ее и там тоже видел неоднократно. Вот так вот. Такую историю напомнил мне переписка с Андреем Стрельцовым, который сейчас полетит во Владивосток. А потом второй раз во Владивостоке я был только так рядышком. Это во времена службы моей в армии. Мы были на Шамаре. Вот, недалеко от Владивостока. И меня 12 человек смотрят, наверное, все уже устали, и я на этом заканчиваю. Сегодня мы говорили ни о чем и обо всем. И еще в конце я прочитал рассказ на букву «П». И спасибо, друзья.
Вместо часа мы с вами провели 2 часа, и это очень хорошо. Всех вам благ, мирного неба. Пусть всегда будет солнце.